Приветствуем вас на канале «Сказочные исследования», где мечты становятся планами, так что оставайтесь вместе с нами. Сегодня мы поговорим на очень известную всем сказку, все вы ее знаете с детства. Ее название «По щучьему велению». В этой сказке рассматривается очень важная часть любого мужского становления, как взросление и сепарация от родителей. Поэтому и в этой сказке мы можем наблюдать именно такой процесс, который идет у молодого человека. Его же можно назвать молодым человеком? Ну, явно он не старый. Да, то есть не совсем он такой прямо подросток, а вот Ну, юнец. Почему? юнец, да? Ну, я так предполагаю, где-то да. Да, и как вы уже знаете, этот юнец лежит на печи, то есть он отдыхает, он наслаждается процессом, напитывается. А печь – это символ материнской энергии, он напитывается этой энергией. И как бы жизнь у него идет своим чередом. Я бы, ты знаешь, в этом месте вернулась и посмотрела вообще на сказку, чем она начинается, да, вот ты уже сказал, прежде чем мы перейдем к сюжету, и чем заканчивается. Когда мы начинаем смотреть сказку с аналитической точки зрения и рассматривать ее как некий внутренний сюжет внутреннего мира, то важно и начало, и конец. Потому что здесь в конце этот самый Емеля, который лежал на печи в самом начале, да, в конце он становится создателем своего царства, и его женой становится никак не меньше принцесса. Да, то есть, если мы видим путь от печи, путь от родительского дома к своему царству, государству. Да. То есть в этой сказке это зашифровано. Какой путь нужно сделать? Все верно. Вот ты прямо для меня действительно открыла эту сказку, честно признаюсь, дорогие зрители, потому что я до этого ее совершенно в другом контексте представлял. А если мы рассмотрим, вернемся опять же в начало и рассмотрим вот символы, которые в сказке были. Мы уже сказали то, что печь – это материнская энергия, на которую он напитывался, то есть по сути. Ведь там же еще есть другие символы, такие как топор. Вот, Смотри, давай опять-таки вернемся к началу сказки. И что нужно увидеть? Лежит этот Емеля на печи и ничего не хочет. И единственное, что его берет, да, для того, чтобы выйти из дома, это красный кафтан и красные сапоги. Это то, что проявляет человека, то есть проявляет мужчину. То есть выйти из дома за водой в зимнюю пору он хочет только за статусом. Вот вещи, которые мы привыкли видеть как вещи, они являются статусом. То есть что мы видим? Как это соотнести к повседневной жизни? То есть мужчина выходит из дома только для того, чтобы стать выше статусом. Для мужского начала это достаточно важная история. То есть стать выше, стать сильнее, стать богаче, стать еще что-то. Ни на какую другую историю он не идет. Развитие мужчины идет в завоевании чего-то большего. Есть категория мужчин, которые просто сидят на диване, пьют пиво и не выходят из дома. И ничего не создают. И ничего не хотят. И ничего не хотят. Это как раз-таки те мужчины, которые не напитаны. То есть они не належались на печи в подростковом возрасте. То есть они не получили достаточно много материнской любви для того, чтобы они могли выйти в мир. Ну, привязаны к маме, привязаны к дивану, да, к той печи, которая есть дома. То есть, по сути, чтобы выйти мужчине в мир, надо ему, ребенку, стоит напитаться материнской любовью такой. Напитаться материнской любовью, да, и быть мотивирован, что он хочет быть в другом статусе. То есть он хочет проявиться в красном. А если у меня нет мотивации, то зачем мне выходить? Просто так Емеля из дома не вышел. Его намерение быть именно, да, вот сподвигло выйти, намерение поменять статус. Да, намерение быть в красных сапогах, в красном кафтане. Начало нам прекрасно показывает то, что
чтобы проявиться в этом мире, чтобы получить дополнительные ресурсы, необходимо выходить во внешний мир и действовать. Выходить во внешний мир его заставляют женские части. Там 2 жены брата. Да? Они заставляют зачем? За водой. То есть познать свои чувства. Вот в какой-то момент мужчине важно познать себя, познать свои чувства. Чувства у нас бывают разные. Да? Почему-то считается, что чувство – это привилегия женщин. Нет, чувство – это привилегия мужчин. Познать свои чувства – это познать свою силу, внутреннюю мужскую силу, в том числе и агрессию. Ведь для того, чтобы Емеля смог набрать воды, ему сначала нужно прорубить прорубь. И причем прорубить прорубь топором, опять же. Топор – это символ, как мы уже знаем, ты уже сказала мне, символ, который помогает сепарироваться от родителей. Это то, что рубит, да. Да, символ такой. И получается, да, мы рубим одну часть и получаем как подарок, ну как достижение, наверное. Понимаешь, прорубается окно в реке, да, то есть что такое прорубь? Это окно в реку, и по сути это окно в женское. Из замерзшего женского проявляется щука, потому что вода, река, это символика, имеет символику женственности. Женского мира, чувственного мира. И оттуда появляется щука. Да? Щука – это тоже образ материнского, то есть оно здесь в этой ипостаси открывается материнской агрессии. Через прорубание, да, такое? Да. То есть он вступает в контакт с материнской силой, которая называется агрессия. И с агрессией вообще это отдельная тема, мы сюда не будем сюда углубляться. Но это такая сильная бессознательная сила, которая в дальнейшем что делает? Руководит им. Как только он чего-то хочет, у него сразу появляется. Да, вот заметьте, что важно хотеть. У нас ничего не появится, если мы ничего не хотим. И важно еще, обращаю ваше внимание, зрители, находиться в процессе жизни, как бы здесь и сейчас. То есть жить именно настоящим моментом и хотеть в настоящем моменте, мне кажется. Вот так правильно. Так правильно мыслить. Потому что только отсюда мы можем поменять свою жизнь. И только отсюда мы можем, опять же, влиять на свое прошлое, находясь сейчас. И, по сути, получается сказка такая, что Емеля лежит, напитывается энергией женской. И его эта энергия еще и мотивирует. То, что у нас есть эпизод с водой, есть эпизод с дровами, когда его просят, опять же, пойти нарубить. Да, сначала ведра идут в дом сами, дальше он уже идет в лес, то есть бессознательно рубит дров. То есть вообще он начинает в дом привносить ресурсы, различные ресурсы, воду, дрова. И там же в этом месте рубится ему дубина, которая в дальнейшем бьет людей. А вот то, что он поймал щуку, сама щука, это тоже наносимвол женского, раз она плавает в воде? Во-первых, это щука, да, если мы уже по названию видим, что это женская, что это щука пращур материнская, это что-то такое родовое. Это родовая энергия, которая его несет. Материнская родовая энергия. И она связана с... Рыба вообще очень часто связана с самостью, с внутренним таким божественным состоянием человека. Но у щуки, в отличие от обычной любой другой рыбы, есть еще зубы, да, то есть есть агрессия. Агрессия, а вот здесь такую ремарочку сделаю о том, что агрессия, она не есть такая прям, как сказать-то, агрессия бывает разная, и агрессия является иногда энергией творения. И агрессия есть энергия творения. И, наверное, энергии даже какой-то связанной с творением, с сексуальностью, с какой-то. Да. Все вместе, такой целостность. Просто очень часто видят негативную сторону агрессии, но не видят позитивную сторону агрессии. Вопросы какие? Что хочется? Да, хочется еще дальше пойти, посмотреть, что у нас там было дальше. Получается, когда поймал щуку, он получил от нее ресурс взамен на то, что он ее отпускает. Да. То есть уже, получается, он получил первую такую мощную силу, которая позволяет ему воплощать.
Ребенок от родителей получает все ресурсы. Те, которые возможны. Да? То есть это знания, навыки, умения. Все он получает. И в дальнейшем о родительской системе им и ребенку нужно расходиться. Разрубать вот эти вот мосты. Да? Поэтому важно рыбу отпустить, не ходить с ней. Но у него внутри уже есть эти знания о том, что как этой энергией пользоваться. Да? Есть формула по щучьему велению, по моему хотению. Да, то есть Щука велит, щука благословляет, мать благословляет, мать видит во мне силу, а я хочу. Вот как бы тебе жилось, да, если мама говорила, я вижу, что ты справишься. очень хорошо жилось и Ты живется. Ты на этой же энергии едешь. Еще как. Это топливо, то, которое подзаряжаешь. Вот этот мотив езды на печи. То есть я не могу, да, у мужчины рождается такое внутреннее состояние, что я не могу отступить. В меня мама верит. Это очень важно. И это очень мощный ресурс, на самом деле. Ну, представляешь, а сейчас мир заточен на то, что родители не верят в своих детей. То есть они идут через агрессию, у тебя не получится, намереваясь дать чего-то. Я вот такой часто видел, работая в школе. Намереваясь поглотить ребенка. То есть, да, каким образом родители проглатывают ребенка? Мы тебе все дадим, мы тебе квартиру дадим, машину дадим, мы тебе все купим. А что в этом, вот если ты мужчина? И для чего тебе тогда жить? Когда у тебя нету ни к чему стремлений, тебе все дали. Да, тут вообще получается, то есть только гулять и танцевать. Мотивации нету. Мотивации нету. Уходит мотивация. А зачем мне этот красный кафтан, мне его и так дадут? Зачем мне что-то делать, приобретать этот статус, если мне и так все дадут? Притом дают родители не только у которых все есть, даже у тех, у кого нету. Они себе не дают, себя истощают, а в ребенка пытаются вложить, дабы потом ребенок им отдал. По сути, как пенсионный фонд использует своего ребенка. Да. Можно так сказать? Можно. То есть какая-то такая инвестиция странная. А важно в жизни показывать то, что мы сами, и ты сам сможешь. Мы в тебя верим. И важно, кстати, быть еще, как родитель, тоже счастливым человеком, чтобы показать, как это. Ну, вообще, как это быть. Ну, понимаешь, вот то, что я сейчас говорю, вот эти слова, которые мы сейчас произносим, не всем будут понятны. Скажут, дураки, они там сидят. Потому что, ну как же, я же своего дитечка люблю, а то, что ты ему жизнь, то, что ты в нем силу не видишь, вот эту вот силу, которая может прийти в свое царство, государство, как бы, извиняй. В нас общество заложило идею, что мы должны детям все дать. Вопрос, зачем? Чтобы дети оставались детьми? Ну, видимо, да. Не знаю только зачем. Вот. Инфантилизм порождает, по-моему, такое положение вещей. Да, хотя вот по сути, да, изначально, когда читаешь сказку, ты думаешь, что Емеля инфантилизм, Емеля, да, он такой инфантильный, он ездит на печи. Нет, он просто пользуется теми ресурсами, которыми ему дают родители. Все. И из них делает уже в дальнейшем, вырастает в свое царство, государство. То есть у него свой дом, у него своя жена. Он вообще на другом острове находится от первоначальной родительской структуры. Да, и, кстати, вот если про жену, он же потом, как мне показалось, он столкнулся с таким испытанием, как в виде как засмальная бочка. Но, как мы уже выяснили, это не совсем такое испытание, это больше, так сказать, добровольно-принудительно, но ты принимаешь все то, что у тебя есть, все свои части. Ну что значит за испытание? Да, вот этот вот мотив, когда в бочку засаживают двоих, мужское и женское, да, это вот происходит соединение мужского и женского. Их отправляют в море, то есть это вообще процесс сепарации. Мужское соединяется со своим женским, женское соединяется со своим мужским, и там же тоже важные моменты, пока они там в этой бочке, женская начинает проявлять свои желания. Она начинает проявлять и говорить о том, что «а я хочу, чтобы ты был красивый». То есть я вижу твою
красоту. Потенциал твой, да, быть? Ну вот твою красоту, да, что под словом красота может быть много чего. Это может быть потенциал, это может быть твою душу, это может быть, ну, все что угодно. Вот в этот мотив я больше склоняюсь к символике души, что я могу видеть твою душу. И она говорит, я хочу, чтобы ты был красив, он становится для нее красивым. То есть наступает момент желать женскому. Когда мужское соединяется с женскому, двигателем для того, чтобы дальнейшее происходило рост и развитие в паре, становится женщина. Она говорит, я хочу жить, я хочу свое царство, по-моему, она так сказала. Может быть, сейчас какая-то вольная интерпретация. Но я слышал то, что она сказала, что срубил бы ты, Емелюшка, нам бревенчатый дом, и он уже как мужчина такой, знающий то, что какие у него есть ресурсы, он делал больше, чем просто бревенчатый дом. Да, и он привел ее в это царство, и там потом еще появился царь, но потом они его изгнали. По сути, он вернул ему то, что царь там и тогда, в прошлом где-то нахамил ему, поступил несправедливо. Это если смотреть прямо, то да. А если смотреть метафорически, то говорит, что теперь я глава, да, я хозяин своей жизни. И то, что было раньше, оно уже не главенствует. И по сути, смотри, Марин, получается, то, что девушка, вот эта женщина пожелала увидеть в Емеле красоту, она тем самым как бы поставила жирную точку в его становлении как мужчины, потому что именно с этого момента он почувствовал себя, как бы расправил крылья и уже потом разобрался с царем после этого. Ну, она сказала, что, по сути, она сказала, что ты мой мужчина. Все. И ты можешь, да? Ты можешь, да, ты красивый, ты можешь выстроить любой замок, если я захочу. Ну, так и происходит в мире, происходит мужчина. Для чего мужчина что-то достигает? Либо для мамы, либо для жены. Все. Но тут важно, чтобы жена тоже поддерживала своего мужчину. Ну, это вопрос развития двух. Развития пары. Если пара достаточно взрослая, то именно так и будет происходить. А если детская, то читаем сказки. Так что, дорогие друзья, обязательно развивайтесь. Если вы одни, допустим, пока что одни, то развивайтесь как можете. Если вы вдвоем, да, то обязательно подтягивайте друг друга, помогайте друг другу. Это очень важно для отношений. Я бы сказала, не подтягивайте друг друга. Я бы сказала, что каждый занимайтесь своим развитием, и тогда в паре будет чистота и честность, и свобода, что самое главное. Да, важно. Соглашусь с тобой полностью. Свобода действительно очень важна. Важно не мешать другому развиваться, и не мешать другому жить. Еще некоторые говорят, не мешай машине работать. Да. Своими наставлениями. Это прям мы с тобой очень-очень коротко разобрали сказку. Но я думаю, что главные моменты нашим зрителям понятны. Я думаю, действительно, мы прошли по таким очень важным вещам. Ты открыла для меня новый мир, вот этот сказок. И Емелю я по-другому совершенно понял, потому что я сейчас больше на земном таком уровне. Просто воспринимаю, как оно есть. Не знаю, хорошо ли это плохо, но мне нормально. Самое главное, как тебе. Да, но достаточно интересные моменты затрагиваем, глубокие, о которых я даже не думал никогда. Вот ты представляешь, вот в этих сказках, да, мы разбирали летучий корабль, мы разбираем сейчас Емелю, в этих сказках, да, одним из главных действующих лиц является топор. Начинается все с топора. Когда мужчина умеет овладевать этим предметом. И после того, как он им овладевает, он сепарируется. Да. Везде вот это какой-то идет, знаешь, процесс такой. Он вырастает в статусе. Да, извините, ты Емеля, чей-то там деревенский сын, или ты царь, или ты вот этот вот крестьянский сын, который там... По-моему, крестьянский. Да, и он становится тоже царем. То есть вот видите вот эту вот динамику. Разрубив старую энергию. Разрубив, создав, да, разрубив старое, создав новое. То есть здесь создается корабль, здесь создается царство, государство. То есть немножко другие динамики, но по-разному создается, но
проходит через такой красивый путь. Если в Емеле через сепарацию, то в этом в корабле летучем, да, то там присоединение частей. Вот и все на сегодня. Рады, что вы были с нами. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, обязательно заглядывайте в наши и подписывайтесь в телеграм-каналы. Там вы найдете много чего нового. Там вы найдете подробности по этим сказкам и много чего интересного. И обязательно делитесь этим видео со своими друзьями. Спасибо вам за ваше внимание. С вами были Виктор и Марина. Всем пока-пока.